И сей великий день сделался еще знаменательнее, с новостями, которыми я рад поделиться. Всем привет, народ, друзья, подписчики, ну и просто случайный зритель, забредший либо зашедший на мой канал. Сегодня у меня на обзоре очередной гайковерт от бренда Shidoku. Аккумуляторный гайковерт 1800 ньютон, квадрат 3/4 дюйма, модель SHG2. Приехал в такой вот картонной коробке, в принципе со всех сторон одинаковые надписи. Вскрываем, смотрим. Вот, видите, по коробочке мы видим, что аккумулятор у нас еле заметен, поэтому это говорит о том, что гайковерт продается без аккумулятора, просто тушкой. Что, собственно говоря, ко мне и приехало. Итак, имеется инструкция. Инструкция полностью на русском языке. Ну вот, уже мы все знаем эти классные инструкции от Shidoku. Опять же, если кому, не дай бог, нужно служба поддержки, сканируем, переходим, общаемся. Есть такое дело. Все дело было в целлофановых пакетиках. Я просто с гайковерта удалил, дабы не терять время. Итак, в комплекте у нас есть переходничок с 3/4 на 1/2 дюйма. Ну и вот так вот упакован наш сам гайковерт. Shidoku SHG2. Вот такой вот здоровенный, массивный, друзья, гайковерт. Наверное, сразу мы с вами это все дело взвесим, дабы мне не забыть. Вот, включаем весы и смотрим, сколько же весит наш гайковерт. Стоять. 2739 грамм. Обалденный, друзья, вес. Кому интересно, так, где моя головка спряталась? Давайте мы вместе с рабочей головкой на 3/4 квадрат взвесим. Головка на 32. Итак, получаем 3 кило 306 грамм. И вот у меня дозарядился только что аккумулятор Shidoku Pro версии 6. Давайте-ка мы и его сюда приспособим. И получаем 4 кило 236 грамм веса. То есть штуковина очень такая, друзья, увесистая. Почему они становятся все больше и больше? Так, все мы с вами взвесили. Давайте, наверное, посмотрим бегло на сборочку. Сборка, в принципе, отличная. Ничего тут, опять же, сказать не могу. Все, что черное, это прорезиненное. Также имеется вот такой вот черный резиновый колпак. Его можно вот снять, содрать. Видите, обработка изумительная. Все, как бы потом я, ладно, одену. Все на высшем уровне. То есть Shidoku, как я всегда говорю, стремится только делать качественные как-то вещи. Иной дороги нет. Итак, что мы здесь имеем? Shidoku SHG2. Мотор брашлес, то есть бесщеточный движок. Размер квадрата шпинделя 3/4 дюйма. Обороты, так... Да, скорость без нагрузки 3800 оборотов в минуту. Это мы сейчас с вами померяем. Ну и максимальное усилие 1800 ньютон. Друзья, 1800 ньютон, я вам сразу хочу сказать, я никоим образом померить не могу. Поэтому, наверное, пойдем и будем его тестировать где-то в районе 1400. То, что я своим весом могу, как говорится, зажать. Ну что ж, а мы приступаем к тестированию оборотов. Еще раз показываю. 3800 оборотов заявлено. Конечно же, мы столько не получим, это я просто уверен. Но мы посмотрим, сколько получим. Не знаю, почему китайский производитель все время пытается завысить эти обороты. Или он их меряет, наверное, чем-то другим. Так, смотрим, что у нас по скоростям. Включаю. У нас горит вот самая яркая одна риска. То есть это первая скорость. Вот так это выглядит. Вторая скорость. Третья скорость. 4 скорости на заворачивание. Класс, супер. И на отворот что мы имеем? 1, 2, 3. Так, что-то я тут сбился. Это не входило в план. Итак, давайте по порядку. Давайте раз. Это максимальная скорость. Следующая у нас уже здесь загорелась риска. Это минимальная скорость. Следующая двойная. И следующая 3 риски горит. Это еще, наверное, больше. Как же тут эти скорости-то померять? Следующая опять одиночка. Так, но я не вижу автостопа. Может быть, потому что висит большая головка. Поэтому давайте опять. Итак, что мы здесь имеем? Какие надписи? 1, 2, 3, 4. По порядочку, слева направо. Смотрим еще раз.
А, вот, это первая скорость с автостопом, но такая тяжелая головка, видите, уже не дает остановиться просто-напросто гайковерту. А нет, вот видите, не дает. Вес головки не дает остановиться. А так, видите, сработки четкие. Значит, четвертая скорость, вот эта вот, которая окошко, у нас скорость с автостопом. Теперь едем дальше. Первая скорость. Это маленькие обороты. Вторая скорость. Я уже третью нажал. Первая, вторая. Обороты выше. И третья. Горит у нас 3 риски. Максимальная. Вот. Значит, мы имеем 3 скорости на откручивание, плюс скорость с автостопом и 4 скорости на закручивание. Поэтому на закручивание давайте мы вот с первой скорости, минимальная скорость, и, собственно говоря, измеряем обороты, чтобы вы знали, какие обороты у нас на каждой скорости. Так, наверное, вот так будет проще все это делать. Включаем тахометр и поехали. И мы получили ровно 1000 оборотов. Итак, измеряем вторую скорость. Вторая скорость. Погнали. Так, надеюсь, вам видно. (1180), ну можно сказать 1200 оборотов. Вторая скорость. Итак, третья скорость. Третья скорость горит. Поехали. (1530 оборотов. И максимальная четвертая скорость. Горят все 4 риски. Я уже боюсь тут это все дело включать. Погнали. (1840), друзья, но это все дело, конечно же, я меряю на такой вот тяжелезной головке, что, собственно говоря, наверное, как-то отражается на оборотах. Это мне только что пришла такая идея в голову, поэтому я сейчас включу на шпинделе, на самом, и померяем обороты. Если здесь не будут показания, значит измерять ничего не будут. Если будет нолик во время измерения, значит мы наклеим сюда отражайку и померяем с вами еще раз обороты. Ну, померяем, наверное, только максимальные. Ну что, поехали. Ой. Видите, показания есть, а это значит, что есть множество разных отражений, которые считает наш лазерный тахометр. И все это дело я замерить не смогу. Но попробую я сейчас это все дело обмотать изолентой и еще раз проверим. Итак, все обмотал изолентой. Давайте проверяем еще разок. Как мы видим, изолента тоже, друзья, не помогает. Итак, обмотал изолентой, только клейкая сторона у нас сверху. Проверяем. Не помогает. Сделал вот такую бумаженцию. Здесь зажал изолентой, здесь просто набросил колечко. И давайте проверять на бумажке. Блин, даже бумага имеет отражение. Короче, народ, последний вариант. Ручка от болгарки. Она легенькая, напер на сам шпиндель на округлую часть. Итак, поехали смотреть. Ура! Есть такое дело, поэтому берем метку и клеим метку. И смотрим максимальные обороты. Больше мерить не буду, боюсь получить в лоб. Ну что, поехали. Обороты немножко увеличились и стали примерно 2000, но не 3800, как это было заявлено. Вот, сейчас что делаем? Разбираю, смотрим, что да как у нас внутри. Все разобрал, раскрутил. Ну что, первым делом пробуем снять колокол. Колокол, да, снимается без проблем.
Вот так это все, друзья, выглядит. И сразу же давайте, кому интересно, будем все это дело взвешивать. Вот целиком, как есть. То есть сам колокол, наковальня, то есть шпиндель и редуктор. Имеет 1430 грамм. Массивная такая вещица. Довольно. Итак, взвешиваем. Секунду. Возьмем бумаженцию. Взвешиваем молот с редуктором. 763 грамма. Внутри выглядит все следующим образом. Смазки просто валом. Хотя она на этих стенках как бы и не нужна. Итак, наковальня. 217 грамм. Там мы видим втулка впрессована и, соответственно, шайба. Литье отличное, фрезеровка отличная, ни пор, ничего нету. Все гладко, чисто, с блеском. Так, отдельно колокол давайте, кому интересно. 450 грамм. Вот такое у нас устройство, друзья. Так, ну и разбираем, конечно же, электрическую часть. И, как всегда, не хочет разбираться. Так, винты. Винты выкрутил все. Что тут так держит-то? Что-то держит. Что непонятно. Опа. Так. По пластику даже разговоров быть не может. Смотрите, какое количество ребер жесткости. Все надежно, крепко и отлично. Так, внутри все выглядит следующим образом. Кнопочку давайте-ка назад, наверное, заброшу. Все выглядит следующим образом. Итак, токосъемный башмачок припаян отлично. Вторая сторона тоже припоя не пожалели. Контроллер выглядит следующим образом. Кондер 35 вольт, 1000 микрофарад. Есть маркировочка. Так, как же тебя тут показать? Вот как-то так, надеюсь, будет видна. Маркировка. Так, маркировка кнопки с управлением скоростями. Ну, светодиодик, понятное дело. Так, и давайте все это дело вынимать. Наверное, в этом случае... Нифига себе сидит. Ты смотри. А я не могу, друзья, вытянуть из подшипника. То есть, опа, с горем пополам. Ответная часть редуктора с солнечной шестеренкой. Значит, солнечная шестеренка у нас зафиксирована колечком круглым, да? Да, просто круглое колечко. Круглое стопорное кольцо. Смазки, как мы видим, тоже вполне себе хватает. Фрезеровка замечательная, отличная и приличная. И эту штуку, друзья, как я уже ранее упоминал, наверное, лучше снимать после полной разборки. После полной разборки гайковерта. То бишь вот в таком вот виде. Имеется резинка уплотнительная. У Шидоку, кстати, практически во всем инструменте имеется вот эта вот резиночка. И лучше, конечно, будет его собрать. И уже в собранном виде. Ага, собери, попробуй. О! Так, неправильно. Вот так вот правильно. И уже в собранном виде всю эту вот байду мерять. Давайте так и поступим. Включаем весы. И смотрим. 1713 грамм. Весит вещь колокол с редуктором, с наковальней и с молотом. Ну а мы с вами смотрим далее. Вынимаем ротор. На глаз опять же 26 миллиметров. Ну, движок, по-моему, 50 миллиметров уже. Давайте замеры сделаем по-быстрому. Опа, ну ты и клеишься. 25-17, видите, он такой ребристый. Ну, по ребрам он будет 25-81. Практически 26 миллиметров. Так, подшипник. Вот ты смотри.
22 миллиметра посадка, этого больше, 26 миллиметров. Общая длина ротора 105 миллиметров. Вот так все это дело выглядит. По весу 200 грамм, 199. Отлично. Занимаемся мотором. Да, по металлу, друзья, я забыл померить. Здесь, по-моему, 25 миллиметров. Да, 25 миллиметров по металлу наш ротор. Соответственно, движок у нас будет тоже 25 миллиметров. Вот, 6 обмоток, бесщеточный, асинхронный, все как положено. И провод, смотрим 0. Есть 0, но сбросим. И толщина провода, вот, наверное, хорошее место. Что-то я вот здесь. Ну да, 0,99 миллиметр. Миллиметр толщина провода. И внешний диаметр двигателя у нас 50, все-таки 2 миллиметра. Да, там, наверное, один из максимальных движков. Вот, все. Все на этом, ребята, посмотрели. Покрутили, повертели. Теперь собираю и идем тестировать. А вы способ знаете? Да какой тут способ? Дело не хитрое. На самом деле все просто. Итак, народ, настало время теста вот этого монстрика от Шидоку, который заявлен 1800 ньютон. 1800 ньютон у меня есть вот такой вот ключ, который весит 13 килограмм. Да. Но у меня, друзья, веса не хватает все 1800 выжать, поэтому будем тестировать на 1400 ньютонах. Вот. Сейчас я поднесу вам ключик, покажу настройку. Не помню, слева, не то справа, по-моему, вот здесь. 1400 ньютон. Вот. Ну что, и давайте будем зажимать. Давайте будем зажимать. Головка на 36. А позже я расскажу немножко про гаечки. Так, опа. Так, гаечку руками надо подвести, а то она расслабленная. Что ж я делаю? Все слышали, надеюсь, щелчок? Не так это просто с таким усилием зажать гаечку. Фух. Ну, и теперь летающая камера у нас будет летать. Так, есть такое дело. Немножко увеличу. Вот так. Смотрите, друзья. Значит, это уже вторая попытка протестировать данный гайковерт. Проблема была в том, что при первой попытке вот болт на 12,9 прочность, гаечка 12 прочность. Видите, как слезала резьбу? То есть провернула гайку вокруг болта. Мной был куплен новый болт и новые 4 гаечки. Ох ты, упала. Вот 4 гаечки с прочностью 12. Вот, но я нашел гайку оригинальную с грузовика со стремянки и выточил шайбу с болта, который держит полуось. То есть еле-еле я его просверлил, каленый болт. Ну, вы сами понимаете, там болт, не помню, на 30, наверное.
Вот, поэтому как-то так, народ. Ну, давайте пробовать откручивать. Камеру чуть-чуть сюда возьму. Вот как-то так. Значит, что мы имеем? Головка на 36, гайковерт Шидоку, который, вы все помните, приехал без аккумулятора. Вот, и аккумулятор Шидоку Pro 6. Погнали пробовать. Возьмет, не возьмет. Поехали. Так, наверное, я вам мелом поставлю рисочку, чтобы было, наверное, более-менее видней. Ага, тут головка новая, в масле, и мел не рисует. Вот, погнали. Примерно плюс-минус где-то, наверное, 8 секунд. И все это дело у нас взяло. Вот, ну, не знаю. 1400, видите, как он взял. 1800 не скажу. Вот, конечно, надо экспериментировать все это дело. Вот, но 1400 он взял. Больше, друзья, я просто-напросто не зажму. У меня не хватит веса. Итак, народ, продолжаем эпопею с данным гайковертом. Хочу проверить, сколько он ньютон сможет зажать на каждой из 4 скоростей. Сразу выбираем максимальную. 4. Горит у нас 4 рисочки, максимальные обороты. Итак, поехали, держим 10 секунд. Плюс-минус считаю в уме опять же. Так, как-то так. Берем ключик, у меня настроено 1000 ньютон, чтобы я слышал, если вдруг он больше 1000 зажмет, чтобы не испортить ключик. Итак, 0. Надеюсь, вам видно. И не буду я уже тиски, друзья, переворачивать. Буду откручивать как-то просто так. Все равно подставочки у меня нет под этот болт. Изготавливать специально очень не хочется. Я думаю, и так все будет нормально. Итак, поехали смотреть. Это была 4 скорость. Ого! О! Все. Так, что мы имеем? 595,6. Короче, 600 ньютон он смог зажать на 4 скорости. Надеюсь, видно. Так, ставим 3 скорость, ну, то есть сверху вниз будем делать, да. 3 скорость, надеюсь, видно. Держим 10 секунд. Как-то так. Ключик сброшу, опять же сбрасывать можно и не сбрасывать. Он всегда идет с нуля. Итак, 3 скорость, поехали. Чуть-чуть меньше, чем на 4. Летающая камера, как всегда, у нас присутствует. 528,9. Короче, 530, да? Для ровного счета. Так. Вторая скорость. Надеюсь, видно. Поехали. Есть такое дело. Головочка уже теплая. Хорошо так теплая. Опять ключик сброс. Поехали. Что ты нам покажешь? Так, а показал он 284,6. Надеюсь, видно. И осталась у нас, друзья, первая скорость.
Все, единичка горит. Погнали. Головка застряла. Так, ключа не воткну. Ключик на сброс. Надеюсь, вам видно. Смотрим, сколько первая скорость. Уже, наверное, даже усилитель брать не буду. Хотя нет, возьму, потому что надо как можно плавнее все это делать. Ой, 233, друзья, и 8. Не буду я уже тут переделывать, видите, ключ сбросился. 233,8 ньютона. Значит, что сделаем теперь? Теперь хочу вам показать ток потребления. Так, давайте-ка мы отключим и сбросим все показания. Аккумулятор все так же полностью заряжен. То есть поработали мы совершенно не особо много данным гайковертом. Посмотрим ток потребления данного гайковерта. Буду опять же на 4-й максимальной самой скорости долбить вот эту вот гаечку. Ну, секунд 10, наверное. Так, это возьму в правую руку. Гайковерт, наверное, в левую, друзья. Так, как вам тут показать? Ну, вот как-то, наверное, какие-то блики. Как-то так. Погнали. Так, я видел, пошла пила, друзья. Это просто закусывала головку на гайке. Итак, что мы тут увидели с вами? 56, по-моему, и 0,7 ампера. То есть потребление у таких гайковертов, кто бы что ни говорил, оно всегда не особо большое. Если кто-то не верит, давайте мы сделаем следующее. Давайте мы сделаем на аккумуляторе TEPCEL. Восьмерочка таблес. Полностью заряжен. Давайте еще разок. Я уже не буду гайку откручивать. Подолбим мы с вами, в принципе, как бы и так. 56. Сколько там? И 7 было, да? Так, опять в левую руку. Гайку закусывает. Гайка старая. Грани немножко подлизывает. Итак, поехали. Ну, как-то так, я думаю, хватит для общего мировоззрения. А тут у нас 56,4, не то 58,4. Зрение хреноватое уже, поэтому вам это все лучше видно. Короче, вы сами убедились, что все это в одном и том же как бы ключе остается. Пиковый ток. Рабочий ток, друзья, я не наблюдал. Значит, друзья, хотел уже было завершать видео, да, но пришла такая идея. Вот мы с вами проверили ток и 2 раза долбанули по вот этой вот головке, да. Поэтому давайте посмотрим, какой момент зажатия у нее теперь. Так, а где ж мой удлинитель-то пропал? О. Ну и смотрим. Было 580 или сколько? Ох, а за 2 раза. За 2 раза, друзья. Главное, чтобы не сбросилось. А за 2 раза мы долбанули 747. То есть, видите, как важно время работы гайковерта. 2 раза мы долбанули, и из 600, ну там сколько, 560 или 580, у нас стало 700 с копейками. Ну что, друзья, провели мы с вами такие небольшие экспериментики с данным гайковертом. Машинка, в принципе, рабочая. Вы видите, как идет прогресс. То есть болты просто-напросто с гайками не выдерживают такой нагрузки, чтобы проверить, там, протестировать гайковерт. Конечно же, надо какие-то специальные стенды, но они стоят не бешеных просто денег. Вот. Поэтому я тестирую, как говорится, на том, на чем у меня есть. А вы уж хотите верьте, хотите не верьте, хотите думайте, что я вас тут обманываю. Я просто даю факты. Ну, вы сами все видели своими глазами. В принципе, как бы без монтажа. Всегда стараюсь это все дело показать. А то скажут, ты там накрутил это, потом сбросил. Вот, ключ до сих пор стоит. Ключ до сих пор стоит.
Ух ты! Накручено 1400 ньютон. Это кому? Кто не верит, что я там что-то там колдую. Поэтому машинка, в принципе, стоящая, но, друзья, очень тяжелезная. Вот, она, скорее всего, подойдет тем людям, у которых есть там грузовые автомобили, начиная там, не знаю, трактор, газель и т.д. и т.п. Для легковых я не знаю, что ей крутить, разве что какие-то срывать ступичные гайки. Вот, может быть, не знаю, в джипах каких-нибудь там, в рамных машинах есть большие такие болты. Ну, еще туда можно. Но легкую машину лучше крутить вот к Шидоку 800, допустим, или 700, там уже не помню, было у меня на обзоре. Отличная машинка, компактная, не сильно тяжелая, и спокойно можно обслуживать свой автомобиль. Вот, но ни в коем разе, ни этой, ни Шидоку 700, друзья, не зажимайте колесные болты в легковых автомобилях. Вы этим самым гробите и шпильки, и гайки, и особенно диски, у кого литье. И сталь растягивается конуса, поэтому выбирайте для работы то, что вам необходимо. И не гонитесь там за супер-пупер какой-то мощностью. На этом, друзья, все, будем прощаться. Сегодня на обзоре был вот такой вот гайковерчик Шидоку 1800 ньютон. 1400 взял, кстати, да. Поэтому, если бы немножко... Может быть, не знаю, может он 1800 возьмет. Не скажу, друзья. 1400, пожалуйста. 1800 я просто не могу. И не пишите в комментариях, чтобы я там повесил себе на шею 20-литровую канистру с водой. Тут я и так еле дышу, зажимая данные гайки, а мне еще предлагают какой-то груз на шею. Все, всем пока, спасибо за просмотр, что были со мной. До новых видео, до новых встреч. В чем сила? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.